Итак, ребята, всем привет, с вами Евгений, вы на канале Electron Motors. Здесь рассказывается о электротранспорте. Сегодня мы с вами затронем тему новинок от компании Суперсока. Суперсока, наверное, является самым известным в мире производителем и самым популярным производителем легких электромотоциклов. И давайте рассмотрим от них новинки Street Hunter и Суперсока TC 2021 года. Начнем с самого начала. 10 декабря Суперсока представила в своем официальном аккаунте Инстаграма нам пост, на котором мы видим заявление о новом поколении New Generation. И мы видим новые фары, фотографии новых фар, что говорит нам о том, что мы, скорее всего, получим новый мотоцикл. Всю остальную информацию компания оставляет в секрете и нам ни о чем не рассказывает. И уже через неделю мы получаем новую порцию интриги. Мы видим боковую панель этого мотоцикла, на которой под логотипом у нас виднеется интересная крышечка. У меня возник вопрос, что это может быть? Позже мы узнаем о том, что она есть только с одной стороны, но об этом чуть позже. Можете написать в комментариях о том, что думаете это такое. Далее нас знакомят с силуэтом Street Hunter, и этот силуэт не так уж и отдаленно напоминает мне мотоцикл Суперсока TS, TS Lite и TSX. А вам? Смотрим видео и разбираем его. Так, тормозим, смотрим на пластик, который мы видим сверху, и видим, что он стал более агрессивный, больше углов, более такой яркий, нежели те модели, которые были до этого. Я сравниваю с этим вообще у Суперсока. Видим переднее крыло, оно очень похоже, напоминает переднее крыло от TS байка. И фары, фары интересные, напоминают такой взгляд пчелы. Поворотники остались те же, сам пластик изменился, диоды остались те же, что и на предыдущих моделях Суперсока. Зеркала у нас более агрессивные. И мы видим самую интересную часть, это мы видим спидометр данного байка, на котором мы с вами можем увидеть интересную информацию, которую нам дают. Это скорость, на которой останавливается данное видео, 75 км в час. Я предполагаю, что эта скорость будет, к сожалению, максимальной скоростью этого байка. Но есть и плюсы. На этом табло мы видим две батареи, которые подключены в параллель, заряд которых показывается обоих. И это значит о том, что данный байк, правда, изменится поколение, будет новые батареи, видимо, которые будут подключаться в параллель, и непосредственно в байке уже изначально будет иметься второй шнур для подключения второй батареи. То есть, покупая первую батарейку, вам не нужно будет покупать Y-кабель, чтобы соединить эти батареи, вы будете это делать напрямую в байке. И еще интересная информация, это на данном табло 181 километр. Пробег ли это на третьей скорости этого байка? Вопрос. Напишите в комментарии, что вы об этом думаете. Смотрим дальше. Непонятные элементы дрифта. Красный спидометр 75 км в час. И пульты остались, я думаю, что те же, либо чуть видоизменились, но смысл в них никакой не поменялся. Добавилась аварийка и изменилась грипса. Едем дальше. Кстати, скорее всего, когда вы смотрите это видео, байки уже есть в продаже, можете по ссылке в описании перейти, посмотреть. Вот. Также полноценный видеообзор, живой видеообзор тоже будет по ссылке в описании. Итак, самое интересное впереди, чуть-чуть позже. Суперсока выкладывает в своем официальном инстаграм-аккаунте новый пост, на котором мы видим, в другом стиле уже пост, на котором мы видим отчетливо Cafe Racer. Предполагаем с вами, что это новый TC или TC Max. Итак, что интересного можно сказать? Сразу видно, что изменилась резина. Второе, перенесен задний стоп наверх, на сиденье, конец сидения. Так многие пользователи Суперсока в России самостоятельно переносят его для того, чтобы выглядело красивее и удобнее, потому что когда он находится так низко, не очень безопасно из-за того, что высокие машины даже не видят, когда вы тормозите. Вот, это не очень безопасно, и решение перенести вверх его было правильным. И также мы видим с вами поблескивающий новый маятник. Смотрим следующую фотографию. В следующей фотографии мы можем получить информацию о том, что передняя фара у нас осталась такой же. Мы видим, что изменилась крышка бака. Кажется, изменилось переднее крыло. Зеркала заднего вида остались те же. Открываем следующую фотографию. Видим с вами, что фара, да, правда, осталась такой же. К этой фаре претензий нету, она смотрится классно. Мне изначально очень нравятся эти фары. И давайте тоже посмотрим видео про этот мотоцикл. Итак, в первом же кадре мы можем посмотреть и понять, что изменилось заднее сиденье. Это хорошо здесь видно. Оно стало двухуровневым для заднего пассажира. Переднюю фару мы с вами видели. И видим боковой пластик.
на котором добавлен какой-то новый элемент. Тормозные бачки для тормозной жидкости остались прозрачными теми же. И это, кстати, такая фишка интересная. Это смотрится красиво и дополняет данный байк. Итак, мы видим с вами, что у нас изменилась резина. Из грустного это опять мотор-колесо, которое мы с вами уже видели. Грустное не потому, что это мотор-колесо, а потому что мы понимаем, что мощность данного байка не изменится и будет на том же уровне, который была. Но у нас есть TC Max, так что это не так страшно. Заднее крыло красивое. И опять этот заманчивый, интересующий всех, точнее крышечка боковая. Очень интересная. Смотрим дальше. Угу. Интересно, что значит на спидометре цифра 190. Угу. Хорошо, посмотрели. Ну, я думаю, теперь можно переходить к самой интересной части данного видео. Это те фотографии, которые вы, скорее всего, не видели. Смотрите, мы видим с вами Street Hunter в полном образе. Интересная новая передняя фара. Кстати, спидометр крепится прямо на фару, информационное табло, где все будет. Переднее крыло новое, как я понимаю. Оно не похоже на крыло ТС. Боковая панель. Ну, абсолютно новая, таких компания не делала. Интересно, что рама, то есть взята за основу не старая рама, которая была изначально у Суперсока, которую они чуть-чуть видоизменяли и применяли, а рама кардинально новая, то есть она изменена. Из интересного, это, как я уже говорил, новый маятник, который используется здесь. Ножки заднего пассажира теперь расположены более удобно на байке и крепятся снизу, как на других спортбайках современных. Мы видим с вами мотор-колесо, которое подтверждает нам наши догадки, которые были до этого. Смотрим на байк с другой стороны и видим, что на данном байке этой крышки, которая есть с левой стороны, нету, с правой стороны она отсутствует. Что вы думаете вообще об этом? Напишите в комментариях, по вашему мнению, что это может быть. Передний у нас перфорированный тормозной диск на этом байке, двухпоршневой тормоз спереди, это тоже стоит заметить. И вид сверху можем посмотреть с вами, где мы видим, что достаточно широкое, удобное сиденье, оно не будет узенькое, даже заднему пассажиру, я думаю, в целом будет комфортно. И есть удобные места, чтобы держаться. Итак, переходим к байку TC. На TC мы видим, давайте вообще сравним сейчас две картинки. Видите? Понимаете, о чем я? То есть рама новая, но рама используется, как я понимаю, идентично. Из-за этого у нас появляется на Суперсока TC второй уровень для пассажира на сидении. Также пластик, видите, большие сходства по пластику. Задний маятник тоже идентичен, амортизатор тоже. То есть компания что делает? Она создает такой своего рода трансформер для себя, который они по сборке могут собрать и ту или иную модель, но при этом в производстве это очень сильно им упрощает. Но для нас это тоже на самом деле есть плюс в этом. Если по внешнему виду они будут нам подходить и нравиться, то для нас это тоже плюс. За счет того, что будет проще с запчастями, не нужно будет отдельные запчасти для этого они будут, скорее всего, идентичными. В том числе и мотор-колесо, предполагаю. То есть это новый формат TC и TS на самом деле. То есть этот Street Hunter является, по сути, сильно модернизированным TS в моем представлении, который сделан полностью на одной базе, который будет использоваться в дальнейшем. А переднее крыло на TC у нас с вами новое. И, кстати, мне оно очень нравится на данной картинке по виду, потому что оно тоже подходит под кафешный стиль. Я хочу добавить то, что предполагаю, что на данной байке будет новое поколение батарей в том числе. То есть старые батареи уйдут, будут новые батареи. И данные батареи будут взаимозаменяемые на TC, на TS. То есть у него будет абсолютно одна база у модели TS, TC. Возможно, они сделают на этой базе еще одну модель, которая будет очень удобной, практичной и простой в использовании. Итак, что вы вообще об этом думаете? Какие плюсы и минусы вы видите в этих байках? Напишите в комментариях, давайте разберем всю эту штуку. И не забывайте, что скоро будет презентация байка, проведем ее и тоже о ней расскажем, все покажем вам. Так что подписывайтесь, жду ваших подписочек на мой канал. Спасибо.